привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Банитильда. В этом видео мы свяжем штаны к костюму. Хочу обратить внимание на небольшую деталь. Когда мы будем вязать низ штанов, я в видео сначала сказала, что провяжу 6 рядов лицевой гладью и затем 7 рядов резинкой 1 на 1. Я немножко изменила рядность, поэтому прежде чем вязать вот эту часть штанов, посмотрите видео чуть дальше. Итак, использовала я спицы чулочные номер 2 и 2,5. Также понадобится крючок и иголка. Ну а для начала наберите на спицу номер 2 80 петель, на каждую спицу по 20 и провяжите 7 рядов резиночкой 1 на 1. Резинкой 1 на 1 7 рядов я связала. Теперь перехожу на спицу номер 2,5 и в этом 8 ряду мы сформируем отверстие для шнурка. Делаем накид, придерживаем его, чтобы не потерять, и вяжем 2 вместе лицевой. Опять накид, 2 вместе лицевой, и так до конца ряда. Накид, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой. Провяжите так до конца ряда. 8 ряд связан. Теперь нам необходимо связать этим цветом еще 5 рядов. Ну, естественно, лицевыми петлями. Накиды вяжем, как они лежат, чтобы у нас образовались дырочки. Давайте свяжем 5 рядов нитью зеленого цвета лицевыми петлями. Итак, 5 рядов у меня провязано. И чтобы не затягивать видео, давайте я вам объясню, что мы будем делать дальше. Смотрите, у нас сейчас зеленой нитью провязано 13 рядов. Далее необходимо провязать 2 ряда черной нитью, затем 6 рядов желтой нитью и опять 2 ряда черной, а затем еще 13 рядов зеленой пряжей. Давайте их провяжем самостоятельно. Ничего сложного нет, просто вязать по кругу лицевыми петлями. Итак, повторюсь, 2 ряда черной, 6 рядов желтой, 2 ряда черным и 13 рядов зеленым цветом. Итак, верх штанишек у меня связан. Теперь мы делим вязание на 2 части и будем вязать поворотными рядами. То есть теперь мы будем вязать сами штанишки. Тут не важно, с какой стороны начать, потому что мы будем все равно вязать по старой схеме, то есть 2 черных, 6 желтых и опять 2 черных. Я сейчас начну вязать уже пряжей черного цвета. Повторюсь, вязать будем поворотными рядами, но по старой схеме. Все очень просто. 2 ряда сейчас вяжем черным, то есть 1 лицевой, 1 изнаночный на 2 спицах, конечно же. Затем присоединяем нить желтого цвета, вяжем 6 рядов нитью желтого цвета, затем 2 ряда черные. Потом у нас идет опять нить зеленого цвета, из них я провяжу 6 рядов лицевой гладью, потом 1 ряд фиолетовой пряжей, то есть прям 1 лицевой ряд, как мы делали на кофточке, и затем 7 рядов резиночкой 1 на 1. Ну, когда я буду вязать пряжу фиолетового цвета, я к вам вернусь и напомню, как я это делал. Ну, мало ли, может, кто-то забыл или вообще, в принципе, не смотрел, начал вязать сразу штанишки. Итак, давайте свяжем с вами штанишки сами. Вязать будем поворотными рядами по старой схеме. Вязать будем на 2 спицах. Можно перенести для удобства все на одну, как я и сделаю попозже. Когда я буду вязать нитью фиолетового цвета, я к вам вернусь. Итак, я дошла до того места, где нам необходимо провязать 1 ряд фиолетовой пряжей. И еще я немного изменила здесь количество рядов. Я после того, как провязала фиолетовую пряжу, провязала еще 2 ряда лицевой пряжи, и только потом я провязала 4 ряда резинкой 1 на 1. Почему я так решила сделать? Потому что на кофточке у нас здесь все-таки 4 ряда,
И когда будет костюм на игрушке, будет не совсем, наверное, красиво смотреться, если здесь будет 7 рядов, а здесь 4. Поэтому я решила сделать так. Итак, я провязала последнюю кромочную петлю предыдущего ряда пряжи фиолетового цвета. Сейчас мы ей провяжем буквально один ряд лицевой. Здесь, секундочку, зеленую нить я кладу поверх пряжи фиолетовой, чтобы приподнять ее, не обрезать. Подтягиваю и теперь вяжу один ряд. Что такое? Фиолетовой пряжи, просто один лицевой. Давайте провяжем его до конца. Ряд я провязала, и теперь просто перехожу обратно на эту сторону, где у нас зеленая ниточка. Все. И теперь вяжем один ряд лицевыми петлями, один изнаночными, а затем свяжите 4 ряда резиночкой 1 на 1 и закройте петли. Итак, повторюсь, вяжем сейчас лицевой, затем один изнаночный и потом 4 ряда резинкой 1 на 1 и закрываем петли. И также, когда закроете петли, забыла вам сказать, обязательно оставьте длинный кончик нити, чтобы штаны сшить. Если будете сшивать иголкой, если будете сшивать с помощью крючка, то нить не обрезайте. Ну что ж, штаны наши готовы. Нам осталось их сшить. Но прежде чем это сделать, предлагаю с помощью крючка и соединительных петель сделать вот таких 2 полоски. Я вот так вот прикладываю кофту. Это будет вот так на игрушке смотреться. И приблизительно отмерю, где должна быть полоска, чтобы они хотя бы немного совпадали. И отмечу себе эту петлю маркером. Вот так. То есть вот здесь я начну вывязывать полоски. Ну а вторую полоску так же, как и здесь, через 1, 2, 3, 4 ряда. Давайте свяжем эти полоски и будем сшивать штаны. Ну что же, полоски у меня связаны. Теперь давайте сошьем штанины. Я их слегка отпарила в местах, где кромочные петли, чтобы было удобней. Вставила нить в иголку и начинаем сшивать. Сшивать будем, как вы уже поняли, закромочные петли. Ввожу сначала здесь закромку. Так, вывожу. Теперь возвращаюсь в эту кромочную, откуда идет прям ниточка, и вывожу вот за эти перемычки в следующую. Возвращаюсь сюда, откуда выходит ниточка, ввожу сюда иголку и вывожу в следующую кромочную петлю. Вот так. И слегка подтягиваю. И продолжаю. Возвращаюсь на эту сторону, где у меня выходит ниточка, и вывожу в следующую кромочную петлю. И подтягиваю ниточку. И так говорю, сшиваем до конца, слегка подтягиваем, но не сильно, чтобы не перетянуть. Вот так. И вот так вот давайте сошьем до конца нашей штанишки. Итак, я штанишки сшила. Вот так вот у меня выглядит здесь все. Шва, как видите, не видно. Здесь все ровненько. Итак, давайте свяжем последнюю деталь нашего костюма. Это шнурок. Я его буду вязать желто-зеленым цветом в 2 нити.
крючок 2,5, делаем петлю, затягиваем и теперь разделяем их на две части. Я одну нить кладу поверх пальчика, а вторую вниз. Теперь, которая внизу нить, я ее захватываю, а которая сверху провязываю воздушную петлю. И опять зеленую наверх, извиняюсь, желтый провязываю. Вот так. Накидываем зеленую, желтый провязываем, накидываем зеленую, желтый провязываем. И таким способом я провяжу приблизительно 150 петель. Вот так. Такой шнурок у нас должен получиться. Итак, костюм готов. Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, ставьте лайки, оставляйте комментарии, можно просто оставить какой-то смайл. Тем самым вы поможете мне в продвижении моего канала. Всем спасибо, желаю всем хорошего настроения и до новых встреч!